Вы думаете, что дышите кислородом от деревьев, но это почти полная неправда. Леса Амазонки, которые называют легкими планеты, производят ровно столько кислорода, сколько сами же и потребляют. Ноль. А 70% кислорода на Земле производит не лес, не трава и ни один зеленый организм на суше. Его производит океан, и большую часть делают существа, которые меньше булавочной головки. Начнем с неудобного факта. Кислород в атмосфере Земли не ваш по праву. Так что же на самом деле держит вас живыми? И почему школьный учебник биологии солгал вам с первой страницы? Он вообще не предназначался для животных. Первые живые существа дышали именно этой смесью, и кислород для них был ядом. Буквально. 2,5 миллиарда лет назад его не существовало вообще. Атмосфера состояла из азота, углекислого газа и метана. Около 2 миллиардов 400 миллионов лет назад в океане появились цианобактерии, микроскопические одноклеточные организмы, которые научились использовать солнечный свет для производства энергии. Побочный продукт этого процесса — кислород. Они просто выбрасывали в воду как отходы. Это событие получило название «Великое окисление», и оно убило почти все живое на планете. Выжили только те, кто спрятался в бескислородных зонах или сумел адаптироваться. Для большинства тогдашних организмов кислород сработал как глобальный яд. Массовое вымирание было катастрофическим. Кто адаптировался, в итоге научились использовать кислород для получения энергии. И это оказалось настолько эффективным, что дало толчок всей сложной жизни на Земле, включая вас. Так что технически вы потомки тех, кто пережил химическую катастрофу, и дышите тем, что 2 миллиарда лет назад было оружием массового уничтожения. Теперь о деревьях. Это правда, но только половина. Школьная программа внушила простую схему. Деревья поглощают углекислый газ, выделяют кислород, мы дышим. Ночью дерево не фотосинтезирует. Оно дышит точно так же, как вы, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. Мертвое дерево, гниющее на Земле, потребляет кислород при разложении. Бактерии и грибы, которые его разрушают, используют ровно столько кислорода, сколько дерево произвело за свою жизнь. Итог по лесу в целом — почти ноль. Тропический лес производит кислород и тут же его тратит. Это замкнутая система. Чистый прирост кислорода в атмосфере происходит только тогда, когда органическое вещество не сгнивает, а захоранивается. Уходит в землю, в осадочные породы, в торф, в уголь. Именно поэтому залежи каменного угля — это буквально законсервированный кислород. Когда вы сжигаете уголь, вы не просто выделяете углекислый газ, вы уничтожаете кислородный баланс, который формировался 300 миллионов лет. Но главный производитель кислорода сегодня не леса и не торфяники. Это фитопланктон. Одноклеточные водоросли и цианобактерии, живущие в верхнем слое океана толщиной около 200 метров. Они занимают меньше 1% от общей биомассы всех фотосинтезирующих организмов на Земле, но производят от 50 до 80% всего кислорода планеты. Один вид — прохлорокок. Настолько мал, что в 1 миллилитре морской воды его клеток содержится до 100 тысяч штук. Этот организм был открыт только в 1988 году и сегодня считается самым многочисленным фотосинтезирующим существом на Земле. Каждый второй вдох, который вы делаете, обеспечен им. Воздух, которым вы дышите, на 78% состоит из азота. Не из кислорода. Кислород занимает только 21%, и именно эта цифра держит вас живыми, потому что ниже 17% человек теряет сознание, а ниже 10% умирает за несколько минут. Оставшийся 1% это аргон, углекислый газ и следы других газов. Азот при этом биологически инертен для человека. Вы его вдыхаете и выдыхаете без изменений, он просто проходит насквозь. 4,5 миллиарда лет назад у Земли не было никакой атмосферы. Молодое Солнце своим излучением сдувало любые газы с поверхности молодой планеты. Откуда вообще взялась эта атмосфера? Первичная атмосфера сформировалась из вулканических выбросов. Углекислый газ, водяной пар, азот, сера, кислорода. Но водород и гелий улетели в космос, потому что Земля недостаточно массивна, чтобы удержать их гравитацию. Именно поэтому на Земле почти нет свободного водорода, хотя во Вселенной он составляет 90% всего вещества. Азот остался, потому что он тяжел и химически пассивен, там ему не с чем реагировать, некуда деваться. Он накапливался миллиарды лет из вулканических газов и постепенно занял большую часть атмосферы. Кислород появился позже, тогда исключительно как продукт биологической деятельности, о чем уже было сказано. Без жизни на Земле кислорода в атмосфере не было бы вообще. На Марсе его 0,13%, следы непригодные для дыхания. На Венере меньше 1%. Земля уникальна именно потому, что на ней есть жизнь, которая производит кислород, а не наоборот. Теперь конкретная цифра, которую мало кто знает. Каждый человек потребляет около 550 литров кислорода в сутки. 7 миллиардов 800 миллионов человек на планете — это примерно 4 триллиона литров в день только от людей. Добавьте к этому всех животных, все бактерии, все процессы горения и гниения.
И цифра вырастает на несколько порядков. Атмосфера содержит около 3 миллионов триллионов литров кислорода. При текущем потреблении без восполнения он закончился бы примерно за 10 тысяч лет. Но фитопланктон и наземные растения восполняют его непрерывно. И баланс держит. Проблема в том, что баланс не идеален. Сжигание ископаемого топлива потребляет кислород. Каждая сожженная тонна угля использует примерно 2 тонны 700 килограммов кислорода. Обезлесение убирает часть производителей. Но главная угроза не деревьям, она океану. Потепление воды снижает концентрацию питательных веществ в верхнем слое, где живет фитопланктон. С 1950 по 2000 год биомасса фитопланктона в мировом океане сократилась примерно на 40%. 40% от главного производителя кислорода на планете за 50 лет. Это не абстракция, это прямое изменение состава воздуха, которым вы дышите прямо сейчас. Есть один факт об атмосфере, который переворачивает все представление о том, как работает воздух. Кислород, который вы вдыхаете сегодня утром, не тот же самый, что вдыхали вчера. Молекулы кислорода в атмосфере непрерывно уничтожаются и воссоздаются. Средний возраст молекулы кислорода в атмосфере составляет около 2000 лет. Это значит, что часть воздуха в ваших легких прямо сейчас была произведена во времена Римской империи. Часть во времена динозавров, а часть буквально на прошлой неделе где-то в Тихом океане микроскопической водорослью размером в 0,01 миллиметр. Но главный секрет атмосферы не в кислороде. Он в том, почему атмосфера вообще остается стабильной миллиарды лет, несмотря на постоянные катастрофы. Извержение вулканов, падение астероидов, ледниковые периоды. Ответ — углеродный цикл. Это планетарная система регуляции, которая работает точнее любого термостата. Схема следующая. Вулканы выбрасывают углекислый газ в атмосферу. Углекислый газ растворяется в дождевой воде и образует слабую угольную кислоту. Эта кислота разъедает горные породы, силикаты, и вымывает из них кальций. Реки несут кальций в океан. В океане морские организмы, моллюски, кораллы, фораминиферы, используют кальций для строительства рака. Когда они умирают, раковины оседают на дно и превращаются в известняк. Известняк уходит под тектонические плиты, нагревается в мантии и снова выбрасывается вулканами, как углекислый газ. Полный цикл занимает от 100 тысяч до нескольких миллионов лет. Этот цикл — термостат планеты. Если становится слишком тепло, усиливается выветривание пород. Больше углекислого газа уходит в известняк, атмосфера охлаждается. Если становится слишком холодно, выветривание замедляется, вулканический углекислый газ накапливается, температура растет. Земля сама себя регулирует. И делала это 4 миллиарда лет. Проблема сжигания ископаемого топлива именно в скорости. Естественный углеродный цикл перерабатывает углекислый газ за сотни тысяч лет. Человечество с 1850 года выбросило в атмосферу углекислый газ, который формировался и захоранивался 300 миллионов лет. И сделало это примерно за 170 лет. Планетарный термостат просто не успевает реагировать на такую скорость. Это как за несколько секунд перегреть механизм, рассчитанный на плавное изменение температуры за тысячелетия. Теперь о том, что атмосфера делает помимо снабжения кислородом. Она удерживает тепло. Без парникового эффекта средняя температура на Земле была бы минус 18 градусов вместо плюс 15. Она защищает от ультрафиолетового излучения через озоновый слой на высоте от 15 до 35 километров. Она сжигает метеориты. Объект размером с автомобиль полностью сгорает в атмосфере, не достигая поверхности. И она создает давление, без которого кровь в ваших венах закипела бы при температуре тела. Именно это происходит с незащищенным телом в открытом космосе. Атмосфера весит 5 квадриллионов тонн. Это примерно миллион весов всех людей на Земле, умноженный еще на миллион. И весь этот колоссальный объем газа удерживается исключительно гравитацией планеты, невидимой силой, которая не дает воздуху просто улететь в космос. На Луне гравитация в 6 раз слабее. Именно поэтому там нет атмосферы и нет воздуха. Марс потерял большую часть своей атмосферы 3,5 миллиарда лет назад, когда угасло его магнитное поле и солнечный ветер начал сдувать газы прямо с поверхности. Ну что, теперь вы знаете, что кислород — это не только деревья и цветочки, а настоящие подводные герои. Если хотите узнать больше о нейросетях, которые помогут вам в этом мире, загляните на наш сайт PlayProfi. И не забудьте по ссылке в описании, при регистрации вас ждет бонус 500 токенов. Кислорода не хватит, а вот токенов точно не обидят. Прохлорокок – бактерия, которую невозможно увидеть без электронного микроскопа, производит каждый второй вдох на планете. Ее диаметр составляет от половины до 0,8 микрометра. Для сравнения, человеческий волос толще в 100 раз. Эта бактерия была открыта в 1988 году Салли Чисхолм из Массачусетского технологического института, и только тогда стало ясно, что главный производитель кислорода на Земле все это время оставался неизвестным науке. До открытия прохлорокока считалось, что основной вклад в морской фотосинтез вносят более крупные водоросли,
видимые хотя бы в обычный микроскоп. Общее количество клеток прохлорококка в мировом океане около 100 актиллионов. Это число с 29 нулями. Если выстроить все эти клетки в линию, она протянется от Земли до края наблюдаемой Вселенной и обратно несколько раз. Суммарная масса всего прохлорококка на планете примерно равна массе всех людей. Но в отличие от людей, он производит кислород, а не потребляет его. Но прохлорококк не единственный невидимый герой. Диатомовые водоросли покрывают дно океанов слоем толщиной в сотни метров. Их отмершие панцири из диоксида кремния накапливались миллионы лет и образовали породу, которая называется диатомит. Карьеры по добыче диатомита разрабатываются по всему миру. Эту породу используют как фильтр, абразив и наполнитель. Каждый раз, когда вы чистите зубы некоторыми видами зубной пасты, вы используете останки одноклеточных водорослей, которые жили 50 миллионов лет назад и дышали тогдашним воздухом. Живые диатомовые водоросли производят около 20% всего кислорода на Земле. Больше, чем все тропические леса вместе взятые. 1 литр морской воды у побережья содержит до миллиона клеток диатомита. Период цветения, когда температура и питательные вещества оптимальны, их концентрация вырастает настолько, что видна из космоса. Океан меняет цвет на зеленоватый или коричневатый на площади в 1000 квадратных километров. Третий ключевой игрок — сине-зеленые водоросли. Они же цианобактерии. Те самые, что 2,5 миллиарда лет назад отравили планету кислородом. Они до сих пор живут везде. В океане, в пресных водоемах, в почве, на поверхности камней в пустынях, подо льдом в Антарктиде. Некоторые виды выживают в горячих источниках при температуре 70 градусов. Другие фиксируют азот из воздуха, превращают его в форму, доступную для растений, и тем самым удобряют почву без какого-либо участия человека. Рисовые поля в Азии тысячелетиями сохраняли плодородие именно благодаря цианобактериям, живущим в воде между рисовыми побегами. Совокупный вклад всего микропланктона, прохлорококка, диатомей, цианобактерий и других одноклеточных составляет от 50 до 80% всего фотосинтеза на Земле. Все деревья, все кустарники, вся трава, все тропические леса занимают оставшиеся 20-50%. И при этом общая масса всего фитопланктона в океане составляет около 2 миллиардов тонн. Это примерно 1/100 от биомассы всех наземных растений. 1% массы и половина всего кислорода. Эффективность этих организмов не имеет аналогов в живой природе. Океан покрывает 71% поверхности Земли. И это не просто вода. Это крупнейший живой реактор на планете, который непрерывно перерабатывает газы, тепло, питательные вещества и производит кислород в масштабах, недоступных никакой наземной экосистеме. Верхние 200 метров океана, фотическая зона, куда проникает солнечный свет, это и есть главный кислородный завод Земли. Ниже 200 метров свет не проходит, фотосинтез прекращается и начинается зона, где кислород только потребляет. Апвеллинг — процесс, о котором почти не говорят в школе. Определяет, сколько кислорода производит океан в конкретном месте. Холодные глубинные воды, богатые питательными веществами, поднимаются к поверхности вдоль западных побережий континентов. У берегов Перу, Чили, Калифорнии, Намибии, Марокко. Эти питательные вещества, фосфаты и нитраты, запускают взрывной рост фитопланктона. Зоны апвеллинга занимают меньше 1% площади океана, но производят около 50% мирового улова рыбы и непропорционально большую долю океанского кислорода. Когда апвеллинг ослабевает, например, во время явления Эль-Ниньо, последствия видны немедленно. В 1972 году Эль-Ниньо подавил апвеллинг у берегов Перу. Популяция анчоусов, питающихся планктоном, рухнула с 20 миллионов тонн до 2 миллионов тонн за 1 год. Птицы и морские котики, питавшиеся анчоусами, умирали миллионами. Перуанская рыбная промышленность, крупнейшая в мире на тот момент, фактически прекратила существование на несколько лет. Все это прямое следствие изменения одного параметра — температуры поверхностного слоя воды, которая подавила рост планктона. Океан также поглощает около 30% всего углекислого газа, который человечество выбрасывает в атмосферу. Это звучит как хорошая новость, но у нее есть цена. Углекислый газ, растворяясь в воде, образует угольную кислоту. С 1850 года кислотность океана выросла на 30%, быстрее, чем за любой сопоставимый период за последние 20 миллионов лет. Коралловые рифы растворяются. Их известняковые скелеты не выдерживают повышенной кислотности. Раковины моллюсков истончают. Птерополы — маленькие морские улитки, составляющие основу питания многих рыб, в закисленной воде буквально растворяются живыми за 45 дней. Но самое прямое последствие закисления касается именно фитопланктона. Изменение химии воды нарушает процессы деления клеток у некоторых видов, меняет эффективность фотосинтеза, сдвигает конкурентный баланс между видами. Виды, производящие много кислорода, могут вытесняться видами, производящими меньше. Это не теория. Эксперименты с закисленной морской водой в лабораторных условиях показали именно такой сдвиг видового состава планктонных сообществ. Потепление океана добавляет отдельную проблему. Теплая вода содержит меньше растворенного кислорода и меньше питательных веществ.
Она буквально беднее холодной. Одновременно теплая поверхностная вода образует более устойчивый слой, который хуже перемешивается с холодными глубинными водами. Питательные вещества остаются внизу, планктон наверху голодает. Мертвые зоны. Участки океана с критически низким содержанием кислорода. Уже зафиксированы в более чем 500 точках по всему миру. В 1960 году таких зон насчитывалось около 45. Каждая мертвая зона, это не просто место, где погибает рыба. Это место, где остановился кислородный завод. В Пермском периоде 252 миллиона лет назад произошло крупнейшее массовое вымирание в истории Земли. Погибло 96% всех морских видов и 70% наземных. Причина — серия колоссальных извержений вулканов на территории современной Сибири, которые продолжались около миллиона лет. Вулканы выбросили в атмосферу столько углекислого газа, что температура океана выросла на 8-10 градусов. Фитопланктон погиб массово. Уровень кислорода в атмосфере упал примерно с 30% до 16%. Ниже порога, при котором большинство крупных животных способны нормально функционировать. Восстановление заняло около 10 миллионов лет. Это не история из учебника палеонтологии. Это прецедент. Механизм тот же самый, что запускается сейчас, просто скорость в человеческом случае выше, чем при вулканических извержениях. Солнечный свет — первое, что убивает планктон сверх меры. Звучит парадоксально, но ультрафиолетовое излучение в высоких дозах разрушает молекулы хлорофилла и повреждает генетический материал одноклеточных водорослей. Истончение озонового слоя над Антарктидой, зафиксированное начиная с 1979 года, привело к росту ультрафиолетового излучения в южных широтах. Исследования показали снижение продуктивности фитопланктона в зоне антарктической озоновой дыры на 6-12% в периоды максимального истончения слоя. Пластик действует иначе. Микропластик, частицы размером менее 5 мм, уже обнаружен во всех океанах мира, включая Марианскую впадину на глубине почти 11 километров и подо льдами Арктики. Концентрация микропластика в поверхностном слое океана в некоторых районах достигает 100 тысяч частиц на квадратный километр. Клетки фитопланктона принимают наночастицы пластика за питательные вещества и поглощают их. После чего нарушается фотосинтез, снижается скорость деления и сокращается выработка кислорода. Эксперименты с прохлорококком показали, что при воздействии химических соединений, выделяемых пластиком, бактерия производит на 30% меньше кислорода. Удобрения убивают океан с берега. Азотные и фосфорные удобрения с сельскохозяйственных полей смываются реками в прибрежные воды. Там они вызывают взрывной рост водорослей, от неполезного фитопланктона, от токсичных цианобактериальных цветений и огромных масс зеленых водорослей. Эти цветения покрывают поверхность воды плотным слоем, блокируют солнечный свет для всего, что ниже, а когда отмирают, их разложение потребляет весь растворенный кислород. Так формируются мертвые зоны. Крупнейшая мертвая зона в мире находится в Мексиканском заливе у устья реки Миссисипи. Она возникает каждое лето и в отдельные годы достигает площади 22 тысячи квадратных километров. Причина — удобрение с кукурузных полей Среднего Запада, которые река несет в залив. Нефтяные разливы уничтожают фитопланктон напрямую. После разлива платформы Deepwater Horizon в 2010 году в Мексиканском заливе погибло от 20 до 100% планктона организмов в зоне загрязнения в зависимости от концентрации нефти. Нефть блокирует проникновение света. Токсичные углеводороды разрушают клеточные мембраны. Восстановление планктонного сообщества в зоне разлива заняло несколько лет. И это при объеме разлива около 800 тысяч тонн нефти. Крупнейший разлив в истории. Намеренный сброс нефти иракскими войсками в Персидском заливе в 1991 составил от 8 до 11 миллионов баррелей и нанес урон планктонным сообществам залива, от которого экосистема восстанавливалась более 20 лет. Каждый вдох содержит около 25 секстиллионов молекул. Среди них не только кислород и азот. В воздухе типичного городского района постоянно присутствуют взвешенные частицы сжигания топлива, фрагменты резины от торможения автомобилей, споры плесени, бактерии, вирусы, микроволокна синтетической одежды и микрочастицы пластика. Последние обнаружены даже в воздухе над Пиренеями, горным хребтом, удаленным от крупных промышленных центров. Источник — пластиковая пыль, которую ветер переносит на сотни километров от городов. Формальдегид присутствует в воздухе большинства новых квартир. Он выделяется из мебели на основе древесно-стружечных плит, из напольных покрытий, из клея. Концентрация формальдегида в закрытом помещении с новой мебелью может в 10-15 раз превышать уличный уровень. Всемирная организация здравоохранения классифицирует формальдегид как канцероген первой группы. Вещество с доказанной способностью вызывать рак у людей. Радон — радиоактивный газ без цвета и запаха. Проникает в здания из почвы и строительных материалов. Он тяжелее воздуха и накапливается в подвалах и на первых этажах. В некоторых районах с гранитным основанием, например, в частях Скандинавии, Великобритании и американского штата Мэн концентрация радона в домах без вентиляции достигает уровней, соответствующих курению нескольких пачек сигарет в день.
Радон является второй по частоте причиной рака легких после табачного дыма. Он ответственен примерно за 14% всех случаев этого заболевания в мире. Озон на уровне Земли не защитный, а токсичный. Стратосферный озон на высоте 20 километров защищает от ультрафиолета. Приземный озон образуется в результате фотохимических реакций выхлопных газов на солнечном свету и является основным компонентом смога. Он раздражает дыхательные пути, снижает объем легких и обостряет астму. В жаркие солнечные дни в крупных городах концентрация приземного озона регулярно превышает нормы безопасности. Именно поэтому в такие дни людям с заболеваниями дыхательной системы рекомендуют оставаться дома. Частицы размером менее 2,5 микрометра, так называемые частицы 2,5, проникают через легкие напрямую в кровоток. Они достигают мозга, сердца, печени. В 1993 году американские эпидемиологи впервые установили прямую статистическую связь между концентрацией этих частиц в воздухе и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Последующие исследования добавили к списку последствий снижения когнитивных функций, преждевременные роды и развитие диабета второго типа. По оценке Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха убивает 7 миллионов человек в год. Это больше, чем смертность от малярии, туберкулеза и СПИДа вместе взятых. Но самое неожиданное находится в воздухе собственных легких. Выдыхаемый воздух содержит более 300 различных летучих органических соединений, продуктов обмена веществ, бактериальной активности и клеточных процессов. Некоторые из этих соединений специфичны для конкретных заболеваний. Рак легких, диабет, болезнь Паркинсона дают характерные химические подписи в выдыхаемом воздухе. Именно на этом основан принцип работы диагностических устройств, которые анализируют выдох и выявляют болезни на ранней стадии. Зато несколько таких устройств уже прошли клинические испытания и применяются в медицине. Воздух, который вы выдыхаете, содержит точную химическую карту состояния вашего тела прямо сейчас. Амазонка горит. В 2019 году в бразильской Амазонии зафиксировано 80 тысяч пожаров, на 80% больше, чем в 2018. Спутниковые снимки показали дымовые шлейфы, накрывшие половину континента. Город Сан-Паулу, удаленный от эпицентра на 3000 километров, в 3 часа дня погрузился в темноту, солнечный свет не пробивался сквозь дым. Весь мир говорил об уничтожении легких планеты, но вот что никто не сказал вслух. Даже если бы Амазонка сгорела полностью, уровень кислорода в атмосфере изменился бы меньше, чем на 1% за 1000 лет. Это не значит, что пожары не важны. Это значит, что человечество неправильно понимает, где настоящие легкие Земли. Настоящие легкие планеты — это Южный океан вокруг Антарктиды. Холодные воды южных широт поглощают углекислый газ эффективнее любого другого региона планеты и производят колоссальные объемы кислорода через антарктический фитопланктон. Один вид — Phaeozoцистис антарктика. Образуют гигантские колонии в виде геля, покрывающие тысячи квадратных километров океана. В период цветения концентрация кислорода в воде этих зон превышает норму в несколько раз. Пузырьки кислорода буквально выходят из воды. Антарктический фитопланктон зависит от одного элемента — железа. Его поставляют айсберги, тающие и высвобождающие минералы из захваченных пород. Пыль с южноамериканских пустынь, которую ветер несет через океан. И криль — антарктические рачки длиной около 5 сантиметров, которые перемешивают воду и поднимают питательные вещества с глубины. Популяция антарктического криля оценивается в 375 миллионов тонн. Это больше, чем совокупный вес всего человечества. Криль является основой питания китов, тюленей, пингвинов и одновременно ключевым агентом, поддерживающим продуктивность фитопланктона. С 1976 года популяция антарктического криля сократилась примерно на 80% в некоторых районах Южного океана. Причина — уменьшение площади морского льда, под которым живут водоросли, служащие кормом для криля в зимний период. Меньше льда, меньше зимнего корма, меньше криля, меньше перемешивания воды, меньше железа у поверхности, меньше фитопланктона, меньше кислорода. Каждое звено этой цепи задокументировано измерениями. В 2023 году площадь антарктического морского льда достигла абсолютного минимума за всю историю спутниковых наблюдений — на 1 миллион квадратных километров меньше предыдущего рекорда. Ученые из британской антарктической службы назвали этот показатель настолько аномальным, что он выходит за пределы любых статистических моделей предыдущих десятилетий. Один из авторов исследования написал в научной статье, что данные вызывают у него страх. И это слово крайне редко появляется в рецензируемых научных публикациях. Параллельно зафиксировано следующее. Скорость закисления Южного океана выше, чем в любом другом регионе Мирового океана. Холодная вода поглощает углекислый газ быстрее теплой, и именно поэтому химия южных вод меняется стремительнее всего. Раковины птеропод в водах Южного океана уже показывают признаки растворения у живых особей. Это задокументировано в исследованиях 2012 и подтверждено повторными замерами. Система, которая производит значительную часть кислорода планеты и поглощает огромные
объемы углекислого газа разрушается быстрее, чем любой тропический лес. И об этом не снимают репортажи, не устраивают международных саммитов, не публикуют фотографии в новостных лентах. Потому что там нет деревьев, нет ягуаров и нет огня. Там только вода, лед и невидимые организмы размером в 0,01 миллиметра, от которых зависит каждый ваш вдох. Ответ на вопрос изначально прост и неудобен одновременно. Вы дышите кислородом, который произвели невидимые одноклеточные организмы в океане. Преимущественно прохлорокок и диатомовые водоросли. Деревья дают вам примерно каждый третий-четвертый вдох. Океанский планктон — каждый второй. И именно планктон находится под угрозой, о которой почти не говорят. Так кто спасет планету? Ответ, который продвигают чаще всего — посадка деревьев. В 2019 году швейцарские ученые опубликовали исследование, утверждавшее, что посадка 1 триллиона деревьев решит проблему климатического кризиса. Заголовки облетели весь мир. Несколько правительств объявили масштабные программы лесовосстановления. Эфиопия заявила о посадке 350 миллионов деревьев за один день. Но уже через несколько месяцев другие ученые указали на критическую ошибку в расчетах. Авторы переоценили эффект в 5 раз. Не учли, что деревья также выделяют углекислый газ при дыхании и гниении. И проигнорировали тот факт, что посадка деревьев в тундре и степях фактически снижает отражательную способность поверхности и усиливает нагрев. Деревья спасают, но не так и не там, как принято думать. Реальные решения менее фотогеничны. Защита Южного океана от промышленного рыболовства криля напрямую сохраняет цепочку, поддерживающую антарктический фитопланктон. Квоты на вылов криля существуют, но постоянно оспариваются рыбопромышленными компаниями Норвегии, Китая и Южной Кореи. Снижение стока удобрений в прибрежные воды требует изменения агрохимических практик на миллионах гектаров сельскохозяйственных угодий. Сокращение пластикового загрязнения защищает клетки прохлорокока от химического воздействия. Ни одна из этих мер не выглядит как героический жест. Все они требуют изменения экономических интересов конкретных отраслей. Есть и технологический эксперимент. В 80-х и 90-х годах несколько групп ученых проверяли гипотезу железного удобрения океана, намеренного внесения сульфата железа в воды Южного океана для стимуляции роста фитопланктона. 12 крупных экспериментов показали, железо действительно запускает взрывное цветение планктона, но долгосрочный эффект оказался непредсказуемым. Часть выросшего планктона не опускалась на дно, а разлагалась у поверхности, выделяя обратно углекислый газ и метан. Эксперименты продолжаются, но широкое применение этого метода пока остается спорным. Вот финальный факт, который стоит запомнить. Атмосфера Земли содержит 21% кислорода уже около 600 миллионов лет, именно с момента, когда жизнь вышла на сушу. За это время Земля пережила 5 массовых вымираний, падение астероида, убившего динозавров, многочисленные ледниковые периоды и супервулканические извержения. Уровень кислорода колебался, от 15% в карбоне до 35% в меловом периоде, но никогда не опускался до уровня, несовместимого со сложной жизнью. Планета восстанавливалась каждый раз. Минимальный срок восстановления после крупнейших катастроф — 10 миллионов лет. Человечество существует 300 тысяч лет. Цивилизация — 10 тысяч. Промышленная эпоха — 170 лет. И за эти 170 лет скорость изменения атмосферы и океана превысила скорость всех естественных катастроф за последние 66 миллионов лет, кроме падения астероида. Планета справится. Вопрос только в том, будет ли на ней кто-то, кто дышит.